Бетти Багглз была довольна своей работой в полицейском участке. Все коллеги с ней были любезны и доброжелательны, а дела с каждым разом становились все интереснее. Поэтому, чтобы поблагодарить своих коллег, рано утром Бетти решила испечь печенье. Она принесла печенье в полицейский участок и выложила его на тарелку в общей комнате отдыха. Бетти вышла лишь на минутку, чтобы заварить чай и угостить выпечкой всех своих сотрудников. Но, вернувшись, вдруг обнаружила, что печенье исчезло. Кто-то съел его целиком и даже крошки не оставил. Что же это такое? Все коллеги спокойно работали на своих местах, и никто не вызывал подозрений. Что-то тут неладное. На следующий день Бетти снова перед работой взялась за выпечку и напекла целых 2 порции печенья. В каждую она добавила ежевику, которую собрала в лесах Гранит-Фоллс. Запах свежей выпечки был непередаваемым. Воодушевленная, Бетти вновь разложила печенье по тарелкам в общей комнате отдыха и снова пошла заваривать чай. А когда вернулась... Печенье снова исчезло. Полностью обе тарелки были пусты. Никто из коллег не признавался, что съел все печенье. Они смотрели на нее с таким непонимающим видом, будто она сошла с ума. Но Бетти не зря считалась лучшим детективом Ньюкреста, пусть даже и сама присвоила себе это звание. Поэтому она готова была докопаться до истины как можно скорее. Друзья, всем привет! Всем большой привет! Вы на канале Не без разницы. С вами Лёша и Стас. И мы наконец-то, просто наконец-то вернулись к приключениям нашей неунывающей и неуемной Бетти Багглз. И кажется, у Бетти назрело новое дело и новое расследование. Кто-то беспощадно и бессовестно крадет ее выпечку. Мне кажется, это самое крупное дело, за которое еще ни один детектив не осмелился взяться. Ну, Бетти же лучший детектив, да? Правильно. Пусть даже и сама присвоила себе это звание. А это не важно. Мы напомним, что ранее Бетти расследовала интересное дело о пропаже в Ньюкресте аксолотлей. Но пока расследование немного приостановилось, она ждет перевода странного текста, который нашла во время своих странствий. Нашла, кстати, на летающей тарелке, но об этом чуть позже. Сейчас новая проблема. Бетти уже прибыла в участок и намерена докопаться до истины. Так что не будем затягивать. И пойдемте скорее к ней. И вот она, Бетти Багглз, и с каким таким прищуром она смотрит, да? Наверное, на коллег своих. Кто же это сделал? Может быть, она? Но сейчас Бетти будет докапываться до истины. Потому что, на самом деле, Бетти же не просто какой-то рядовой сотрудник в полицейском участке. Она уже детектив, да? Кем она у нас работает-то? Ну ладно, младший сержант, но тем не менее. А что ей мешает повысить свой, так сказать, должностной грейд вот этим вот расследованием? Мне кажется, это абсолютно верное решение. Несмотря на то, что она младший сержант, Бетти все равно имеет доступ к корпоративной почте полицейского участка. Кстати говоря, может быть, надо посмотреть что-нибудь там. Вдруг, не знаю, кто-нибудь написал из коллег Бетти: «Ой, да я сегодня, знаешь что, я сегодня съела печенье, 2 тарелки, да ты что, а я вчера». И так она выяснит, может быть, кто этот негодяй. Итак, Бетти залезает в компьютер, получает доступ к корпоративной почте и начинает проводить свое маленькое расследование в полицейском участке. Ну и сейчас посмотрим, какие секреты она откроет. И вот Бетти наткнулась на письмо от Марты Келли, от ее сотрудницы. А адресовано оно Кармен Ортега, тоже ее сотрудница. «Ручаюсь, все печенье съела Холли Альта. Ты бы видела, как она уплетает беляши в столовой. А однажды на дне рождения начальника я видела, как она смотрела на торт голодными глазами волка. Я думала, она набросится на него и проглотит вместе со столом».
У нас уже есть первый подозреваемый. Это Холли Альта. И, между прочим, Холли вообще-то подруга Бетти. Бетти с ней уже здесь успела подружиться. С другой стороны, может быть, Марта Келли пытается так сбить с толку Кармен Ортегу. Может быть, отвести от себя подозрения. Да, тут не разобраться так просто. Надо еще посмотреть. Что тут у нас произошло такое? Кстати, пока мы от одного компьютера к другому пересели, а некая Тупелла Иствуд детектив. Она сломала компьютер. Может быть, намеренно. Может быть, она увидела, что от второго компьютера мы с большой вероятностью переместимся и за третий. Конечно. И она решила... Вот Тупелла. Решила все-таки сломать компьютер, а? Ну давайте посмотрим, что на этом компьютере нашла Бетти. Письмо от Кармен Ортеги для Холли Альта. Я вычислила поедателя печенья. Это Марта Келли, зуб даю. Она такая прожорливая. Когда она приходит на кухню, из холодильника удивительным образом пропадают все шоколадки. А микроволновку после нее открыть нельзя. Уж не знаю, что она там греет, но запах на кухне стоит, как после коня, вернувшегося с пробежки. Ну вот, теперь у нас еще один подозреваемый. Это Марта Келли, та самая, которая первая писала сообщение, пыталась отвести от себя подозрения. Ты знаешь, какой-то тут коллектив-то немножечко токсичный. Что-то они как-то друг про друга-то говорят, переписываются в тайне друг от друга. Слушай, так, пойдем дальше. За этот компьютер мы уже сесть не сможем. А посмотри, как Тупелла улыбается. Тупелла Иствуд, ты у нас под подозрением. Пойдем дальше. А вот еще компьютер сломали здесь. Точно, кто-то не хочет, чтобы Бетти все-таки обнаружила, кто же это сделал. Мне кажется, Бетти просто, знаешь, на верный путь встала, поняла, где надо копать, где надо докапываться до истины, и поэтому вот так вот два компьютера сразу мигом просто вышли из строя. Но Бетти все равно докопается до истины, потому что здесь есть еще компьютер. Итак, а теперь Бетти наткнулась на письмо от Холли Альта Белль Литл. Холли Альта пишет: «Печенье съела Тупелла Иствуд». У нее даже имя соответствующее. Иногда она просто сидит и смотрит куда-то мимо монитора, как будто не может сообразить, где находится. Вот и сейчас она не сообразила, что можно взять лишь одно печенье, и вместо этого проглотила всю тарелку. Ну, кстати, это тоже не лишено логики. А я, кстати, не соглашусь, ведь смотри, Тупелла догадалась, чтобы скрыть улики, она компьютер-то взяла и поломала. Ну да. Как тебе такой аргумент, да? Но как хорошо, что корпоративная почта — это все-таки единая сеть. И Бетти, в конце концов, достаточно уверенный ПК-пользователь, да. Поэтому она смогла внедриться в глубины общей корпоративной почты и посмотреть еще несколько писем. Таким образом, нам не надо охотиться за всеми компьютерами, и злоумышленнику не удастся сбить нас с толку. Итак, письмо от Белль Литл для Тупелла Иствуд. Это точно была Кармен Ортега. Из-за своих постоянных диет она всегда голодная, как медведь, очнувшийся после спячки. Однажды я случайно открыла дверь в подсобное помещение и увидела там ее. Она сидела на коробках и с жадностью поедала шоколадки, которые лежали в нашем общем холодильнике. Заметив меня, она разъярилась точно мамонт. Я думала, она и меня съест. И еще одно письмо от Тупелла Иствуд Бетти Багглс. Тупелла пишет: «У меня есть подозрение, что все печенье съела наш начальник Лолетта Спайдер. Она всегда закрывается в своем кабинете, а оттуда доносятся хрумкающие звуки. И мне кажется, я видела, как она что-то прятала в карманах». Нет, ну ты посмотри, как Тупелла Иствуд нас пытается сбить с толку. Она даже нам отправила письмо и начала на начальника говорить, представляешь? Она же ее подсиживает просто прямым образом. И пришла к ней еще. Да, и к ней пришла, между прочим. Да, и знаешь сейчас еще, наверное, что начальнику говорит? Знаете, с утра было столько печенья, но Бетти, мне кажется, все съела. Сама принесла, сама и съела. Да, а чтобы подразнить коллег. Так, нам нужно как-то с начальником полицейского участка поговорить и, может быть, как-то ее отвлечь, потому что Бетти нужно получить доступ теперь к ее компьютеру. Знаешь, очень хорошо ты, конечно, придумал про то, что надо отвлечь нам начальника, но Тупелла сообразил об этом намного раньше. Слушай, я ее обожаю уже просто. Так, Бетти всех выводит из кабинета. А теперь нам надо быстренько, буквально на секундочку, заглянуть в компьютер
нашего начальника участка. Пусть они пока здесь стоят, разговаривают. Бетти тянет на сладенькое. Слушайте, Бетти сама себя разоблачила. Тянет на сладенькое. Вот, Бетти у меня слова потерялись просто. Бетти слегка проголодалась и мечтательно размышляет о всевозможных сладостях. Хотя это можно, конечно, интерпретировать так, что ей не достались те самые печенья, которые она принесла. А с другой стороны, может быть, Тупелла была права. И Будем надеяться, что никто не видел это сообщение. И наш детектив выйдет сам на себя. Итак, давай посмотрим, что Бетти здесь найдет. Начатое и неотправленное письмо от Лолетты Спайдер. Оно сохранено в черновиках. Итак, начинаем рабочий день. План на сегодня. Холли Альта послать в лабораторию для исследований. Марту Келли поставить дежурить в приемную. Бетти Багглс отправить на место преступления. Кармен Ортега посадить на место для регистрации заявлений. Тупелла Иствуд поручить вымыть пол. На большее она не годится. Весь офис загружен, но поскольку сейчас утро и пора пить кофе, у меня тоже есть одно дело, которое нужно выполнить без посторонних глаз. Схема постепенно выстраивалась в голове у Бетти Багглс. Печенье пропало в тот самый момент, когда кое у кого наступило время пить кофе. А ведь кофе с домашним печеньем вполне неплохой вариант для офисного завтрака. Не так ли? Когда Лолетта вошла в кабинет, Бетти сразу уличила ее в похищении. Лолетта не стала скрывать правду и сразу призналась, что да, это именно она и съела печенье. Она живет одна и все дни проводит на работе, поэтому времени готовить у нее нет. Она так отвыкла от домашней еды, как же давно она не пробовала такой восхитительной выпечки. И вообще, не будет ли Бетти так любезно позвать ее к себе домой на ужин? Если уж печенье получилось настолько вкусным, она уверена, что Бетти запросто сможет приготовить какое-нибудь аппетитное блюдо. Не оставит же Бетти несчастного одинокого человека голодным. Итак, Бетти уже вышла из кабинета своей начальницы. Слушай, ну я просто в шоке, Вот что такое тирания начальства. Просто мало того, что Лолетту уличили в поедании печенья, так она еще и, знаешь, сослалась на то, что ой, ну времени готовить у меня нет, такие вкусные печенья. Да я вообще приду к тебе в гости, и ты мне сбацаешь какое-нибудь блюдо. В общем, Бетти раскрыла это дело. На самом деле все ее печенье, всю ее домашнюю выпечку съела ее начальница Лолетта Спайдер, которая, кстати, сегодня напросилась к ней на ужин домой. Вот я об этом и говорю. Да. Знаешь, то есть Бетти просто буквально себе на голову раскрыла это преступление, потому что Лолетта теперь хочет, чтобы Бетти ее прям накормила каким-нибудь ужином, по всей видимости. Ну слушай, ну зато... Нет, ну хорошо, конечно, с руководством дружить, наверное. Ну да. Это плюс. Можно всегда попроситься на полчасика пораньше домой. Но как-то я не ожидал, что Лолетта так берет дела в свои руки. Не зря она начальник. Вполне неплохо, что Бетти вот так вот порасследовала здесь небольшое такое дело. И, кстати, мы поближе познакомились с ее работниками, с ее сотрудниками и полицейскими. Да, я понял, что каждый ее сотрудник другого подозревает в поедании печенья. Да. А сейчас Бетти хотя бы выполняет какие-то ежедневные задания у себя на работе, потому что мы потратили все-таки время на поиски подозреваемого. Ну, знаешь, это было намного веселее, чем вот какую-то рабочую рутину выполнять. Ну да, вот она вот, пока мы разговариваем, все это время сидит за компьютером, что-то там ищет. Ну, конечно, кто еще мог позвонить в рабочий день Бетти Багглс? Знаешь, у нас так давно мы не навещали Бетти и она нас, что я забыл об этой прекрасной специфике ее отца, что они просто ее сталкерят постоянно и преследуют. Да, позвонил отец, он хочет поговорить с Бетти, наверное, у него какое-то срочное дело есть к ней. Ну, ладно, сейчас она, если успеет взять трубку, то тогда поговорит с ним. Ну, а вообще, может быть, он звонит-то и не просто так, потому что в прошлых сериях Бетти начала раскрывать постепенно дело о пропаже аксолотлей и узнала, что отец все-таки что-то скрывает, потому что каким-то образом он был связан с океанариумом, где тоже пропал аксолотль, и, между прочим, пропал и тот самый ученый, который там работал. Да, совершенно верно, и как мы помним, он ее как-то вот все пытался немножко как-то чуть ли не вот отвадить, запутать немножко, как-то не договаривал. Ну, а с другой стороны, он с самых первых дней приключения Бетти постоянно названивал. И мама рядом оказывалась. В общем, семейка такая активная. А Бетти уже проголодалась, как жалко, что нет печенья. Потому что
Кое-кто его съел. И сидит сытый. В общем, Бетти весь день провела сегодня на работе, в офисе, и даже не выехала на место преступления, она просто сидит за компьютером. Искать в целый базе день. данных полиции, искать в базе данных полиции. Кто-то все ищет, да. Ну, она, между прочим, сейчас исследует улики, которые она собирала на месте преступления. Ну вот, почти уже все задания на сегодня у нее выполнены. Сейчас осталось... Я думаю, она за всех коллег на самом деле искала что-то в базе данных, потому что у большинства сгорел компьютер, и они просто только и могут что мечтать о печенье. Все, Бетти выполнила все задания сегодня на работе, поэтому даже она сегодня уже тогда не поедет на место преступления, этим она займется завтра. А продуктивность у нее, между прочим, отличная. Я надеюсь, что она получит повышение. Ну что ж, я думаю, что это будет зависеть исключительно уже от ее продуктивности во время ужина. Да. Какой стол она накроет для Лолеты, которая явно изголодалась по домашней еде. Слушай, она работает до 18 часов, то есть ей нужно будет прийти, еще там что-то дома прибрать, наверное, чтобы не приглашать-то начальство в неубранный дом, еще приготовить ужин. Ну ладно, мы пока оставим Бетти Багглс на работе и вернемся к ней в 18 часов, когда она уже прибудет домой. Итак, Бетти получает повышение, теперь она у нас детектив. Ну, слушай, неудивительно, что она получила повышение, и теперь она детектив после того, как она смогла раскрыть это коварное дело. Сложное и запутанное. Да, она просто вывела на чистую воду Лолету, за что теперь она должна ее еще больше накормить. Итак, Бетти вернулась домой, и она чувствует дискомфорт, потому что вот не надо было ей все-таки этого делать, но она на работе перекусила какой-то закуской, которую разогрела в микроволновке. И теперь она сразу начала готовить ужин, потому что нужно пригласить, сейчас будет ей начальство. А готовит она рыбу, потому что Бетти очень-очень много рыбы наловила в Гранит Фоллс и привезла ее с собой. Да, надеюсь, что главное она не будет готовить какую-нибудь рыбу-фугу, чтобы ненароком не отравить свое начальство. О, а это наша соседка. Эта соседка звонит и хочет зайти в гости. Да мы бы с радостью, да только других гостей ждем. Да. Вот как хорошо. Будем надеяться, что об этом Лолета не узнает. Она еще и чихнула туда. Вот это ужин. Очень, очень вкусный домашний ужин. Ну, ужин получится, наверное, действительно очень хорошим, потому что Бетти внезапно загорелась. И вот так вот ты планируешь, Бетти, встречать гостей? Ну, казалось бы, что может быть тут, какой подвох, да? Просто приготовить рыбку и позвать в гости, приятно посидеть за, не знаю, за бокальчиком нектара, насладиться вкусной рыбой. Бетти поджарила вместо рыбы себя. И второй раз пожар возникает у Бетти. Быстрее, быстрее, Бетти, туши себя. Слушай, наверное, ужин у нас сегодня не получится. Зато Бетти стала даже почище после второго пожара. Не успела Бетти начать готовить еду, к ней уже пришла Холли Альта, это ее сотрудница по работе. Тоже захотела, наверное, отведать домашней еды. Какие все, конечно, простые. Она уже злится. Обычно Бетти такая позитивная, такая радостная. Но после того, как она уже 2 раза загорелась. Если сейчас плита зажжется в 3-й раз, то все, просто оставляем эту затею с ужином. Тогда завтра лучше Бетти пригласит. Ну, можно, я не знаю, там заказать что-нибудь на дом, какое-нибудь блюдо из доставки. И скажем, да, вот домашняя еда, очень вкусная. Ну все, наконец-то ужин готов. Теперь Бетти осталось только себя в порядок привести. И тогда приглашать уже гостей. Ну что ж, да, так бывает не только первый блин комом, но и второй. Но зато на 3-й точно получилось. Ну, не блин, а рыба тоже хорошо. Итак, устраиваем званый ужин. Приглашаем Лолету Спайдер, нашего начальника. Тупелла Иствуд звать не будем. Нет, не будем. Она и так пыталась нас сбить со следа. Или будем, требуется 2. Тогда будем. Это моя любимая. Я обожаю Тупелла. Ну что, пойдем встречать гостей. Так, ну время у нас уже 12:30. Ну совсем поздно Бетти устраивает ужин. Очень поздний ужин, это практически, можно сказать, даже практически завтрак. Судьба нам 2 раза
Давала знаки, да. Дала знак. Мы не послушались в первый раз. Мы не прислушались к знаку судьбы во второй раз. Что же здесь произойдет тогда на этом ужине, раз мы не послушались судьбу, когда она давала действительно нам знаки? И время сейчас уже почти час ночи. Ну все, давай сейчас позовем их тогда к столу, потому что нам нужно выполнить здесь определенные еще действия на этом званом ужасе. Названо. Вот так оговорка. Слушай, мне нравится это. Званый ужас. Давай, даже я не вижу смысла тут переговаривать. Отлично прозвучало. Ну подходите, гости. Вас позвали на званый грандиозный ужас. А ведь действительно в этом есть какая-то правда. Посмотри, там мусор валяется, вытяжка сгорела, плита обуглилась. Полы тут грязные от копоти, да. Да. Почему-то какие-то они все напряженные слишком. На этом ужине сидят. Анекдоты Бетти им явно не нравятся. Нет, почему? Лолете вроде бы все нравится, а вот Тупелла недовольная сидит. Даже не понимаю, в чем причина. Ну, может быть, потому что мы их так поздно вырвали из практически уже объятий кровати. Может быть, они уже смирились с тем, что Бетти их не пригласит на званый ужас. А все-таки ужас произошел, и в 1:30 ночи она решила все-таки позвать их на трапезу. Я бы тоже, может быть, не был бы в полном восторге. Ну вот, поели, можно немножко потанцевать, и все, и пора уже и честь знать. Да, ну что, смотри, Тупелла уже получше себя стала чувствовать, Лолета тоже немного расслабилась. Мне вообще нравится затея с танцами в 3 часа ночи. Особенно учитывая, что завтра на работу. Бетти получила повышение, и, собственно, почему бы и не отпраздновать? Но смысл еще в том, что ее соседи, даже тогда, если будет очень шумная вечеринка здесь проходить, не смогут вызвать стражей правопорядка, потому что вот они все здесь собрались, все стражи правопорядка, и даже начальник отделения полиции Ньюкреста. Как верно подмечено. Действительно, тут просто на них никакого, как это называется, да? Никакой управы на них не найдется. Ну ладно, время начала 4-го, ну куда уже, ребята, все, пора расходиться. Ну, кстати, этот званый ужас прошел не так уж и плохо. Вполне нормально. Да, и даже небольшую награду мы получили за этот званый ужас, что тоже хорошо. А вот бодрости у нас практически не осталось, поэтому надо срочно выпроваживать гостей и хотя бы немножко лечь спать, отдохнуть, поотдыхать, да. Потому что как Бетти завтра будет работать, я даже не знаю. Ну а как будет Тупелла работать? Хотя Тупелла-то ладно. Бетти проснулась в сердитом настроении и совершенно не выспавшейся. Плюс ко всему, с самого утра ее оштрафовали на 100 симиллионов за нарушение комплекса мер «День без воды». Поэтому на работу она отправилась очень и очень сердитой. Сегодня она допрашивала подозреваемых, анализировала улики в лаборатории, а потом Бетти захотелось поговорить с начальством, что она и сделала. Но несмотря на ужин, который устроила Бетти, и на все испытания, которые ей пришлось пройти, чтобы этот ужин организовать, начальница все равно ей заявила: «Багглс, у вас проблемы с субординацией? Что ж, а у меня проблемы с такими всезнайками, как вы. Возвращайтесь к работе». День действительно не задался с самого утра. Бетти отправили на дежурство. Лучше бы в таком настроении она не выходила патрулировать улицы города. Но к концу рабочего дня ее все-таки сморил сон. Так прошло 2 дня. По итогам работы Бетти Багглс вновь получила повышение. Теперь она стала старшим детективом. После рабочего дня начальница Лолета предложила Бетти отметить ее повышение и позвала в бар Ньюкреста. Она сказала, что их работа важная и серьезная, но иногда тоже нужно отвлекаться от дел и давать себе возможность отдохнуть. Но на самом деле ей просто не с кем было пойти развлечься. Именно по той же причине она однажды уже напросилась к Бетти на ужин. И теперь, пока Бетти скучала за столиком, уставшая после трудовой недели, Лолета разрывала танцпол. Поздней ночью, когда Бетти уже крепко спала, вдруг раздался телефонный звонок. Кто бы это мог быть в такое время? Взяв трубку, она очень удивилась, услышав на том конце провода мистера Смита. Он сказал, что расшифровал все записи, найденные Бетти на инопланетном корабле. Она не поверит своим ушам, когда услышит, что он обнаружил. Кажется, дело о пропавших аксолотлях продолжается и набирает новые обороты.
Ну что ж, серия подошла к концу, и за эту серию Бетти сумела раскрыть одно запутанное дело, заполучить себе нежелательную подругу в лице ее начальницы, а также получить 2 повышения. Теперь Бетти у нас старший детектив, а это значит, что ее карьера идет в гору. И вот поздней ночью ей позвонил мистер Смит, которому она передала записи пришельца, найденные на инопланетном корабле. Расследование дела о пропаже Аксолотли продолжается. Впереди Бетти ждут 2 выходных, а это значит, что у нее появится время заняться этим делом вплотную. В следующей серии мы немного освежим в памяти это дело и посмотрим, к чему оно приведет. Спасибо, что были с нами. И до скорых видео. Всем пока. Пока.